Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы меня знаете, что шью только нужные и полезные вещи. Вот недавно мы обновили тюль, отрезали лишнюю длину. Что делать с этим остатком? Ну и проблема. А что обычно делают с проблемами? Правильно, посылают их в баню. Дорогу покажем и даже мочалку с собой дадим. Тоже мне проблемы. Для начала отрежем две полоски шириной примерно по 8 сантиметров. Потом отмеряем полоску примерно 70 сантиметров длиной. Оставшийся кусок сложим несколько раз и разрежем на длинные полосы шириной примерно 12-15 сантиметров. Большой кусок тюля сложим несколько раз, чтобы размер получился чуть больше листа формата А4. Сделайте примерно 23 на 35 сантиметров. Для удобства работы мы его прошьем иголкой с ниткой. Надо закрепить эти слои между собой. Узкие короткие полоски свернем несколько раз и прошьем. Это будут ручки-лямки. С широкими длинными полосами будем работать совсем просто. Подогнем внутрь открытые срезы и прошьем посередине этого свертка. Обратите внимание, чтобы строчка захватывала все 4 слоя ткани. Шьем прямой строчкой, но надо ослабить натяжение верхней нитки, чтобы потом можно было легко присборить отшитую деталь. А дальше на большой заготовке наметим середину. Там мы оставим свободное место и по 2-3 сантиметра отступим от краев. Нашиваем присборенные полоски просто прямой строчкой. Полоски немного перекрутились. Расправляем их, поправляем складочки. Дошили до конца ряда, все разворачиваем и продолжаем шить дальше. Рюши предыдущего ряда немного приподнимаем. Таким образом заполняем всю основу. Хотя тюль мягкая ткань, но складки у нее хорошо держат форму. Получаются достаточно плотные, жесткие и упругие. А теперь переходим к сборке. Для начала уберем наметочные нитки. Дальше внутрь вкладываем наши тесемки-ручки и прошиваем это соединение на швейной машинке. Сначала короткие стороны. И обратите внимание, те места, где вставлены ручки, прошиваем несколько раз, потому что на них будет идти основная нагрузка. Длинную сторону прошиваем, немного не доходя до середины. Точно так же зашиваем и второй край нашей заготовки. Остается только вывернуть мочалку. Просто тянем за ручки. А дальше уже иголкой с ниткой зашиваем оставшиеся отверстия. И готово. Очень симпатичная, красивая, удобная и долговечная мочалка. У меня кусок тюля был большой, и его хватило на пошив еще одной мочалки. Как раз использовала остатки тюля от других проектов. Я уже шила как-то раньше такую мочалку. Модель уже опробована. Очень хорошо размыливает и мыло, и гель для душа. Кожу отскребывает, мама не горюй. Но если кому-то не нравятся жесткие мочалки, то просто полоски тюля нашиваем свободней. Складочки делаем редкими.
Какой девиз у рукодельниц? А из проблем свяжу я коврик и буду ноги вытирать. А мы сшили замечательную мочалку. И все тревоги, волнения, печали и проблемы и сомнения просто будем смывать и убирать из своей жизни. Точно, магическая мочалка. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею, а у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. В описании под видео вы найдете ссылки на все мои соцсети и на платформу Яндекс.Дзен. Жду вас там. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!